К моему глубокому удивлению, электромобили от Шкода заходят раньше на рынок Украины, чем Volkswagen ID.3 и ID.4. Эта модель называется ENIAC. Выглядит автомобиль достаточно футуристично, при этом сразу понятно, что перед вами Шкода. Я уверен, что производитель с большим удовольствием будет говорить, что это кроссовер, а никакой не хэтчбэк или, не дай бог, минивэн. Несмотря на футуристические технологии, Шкода остается верна себе. Именно поэтому в непогоду, а сейчас на улице идет дождь, вы всегда можете рассчитывать на такой вот симпатичный зонтик от Шкоды. Еще одно интересное решение мы найдем под капотом. И я также очень рассчитываю, что там есть дополнительный багажник. Багажник, кстати, достаточно тяжелый. Есть подозрение, что это не алюминий. И, кстати, амортизатора тоже нету. Вот такой вот костыль у нас в электромобиле. Ну, ничего страшного, не в первый раз. Еще одна неприятная новость заключается в том, что несмотря на то, что перед нами электромобиль, и в 90% электромобилей под капотом вы можете найти дополнительное багажное отделение, в ENIAC его нету. Но есть один очень крутой лайфхак, на который мировому автопрому понадобилось как минимум 100 лет. Вот у нас заливная горловина для того, чтобы залить омыватель. Обычно из 5 литров того самого омывателя, который вы заливаете в горловину, 1 литр проливается на мотор. Но не в Шкоде ENIAC, потому что здесь инженеры придумали простое и понятное решение. Вот такая вот заливная горловина. И это, друзья мои, просто великолепно. Я, кстати, удивлен, что вот эту историю придумали не японцы, а Шкода. Потому что японцы любят допиливать вот такие тонкие технологии. Спасибо, Шкода, это круто. У ENIAC довольно приличный багажник. Мне нравится эта крышечка. Вот так вот нажал, и все разложилось. У нас фальшпол. Под ним у нас есть место для того, чтобы сложить зарядные провода. Ну и, естественно, у нас нету запаски и докатки. У нас есть ремкомплект. Шумоизоляция в автомобиле очень приличная. Что еще у нас есть? У нас есть крючочки. Вот такие. И это тоже добавляет удобства в автомобиле. Разумеется, у нас раскладывается сиденье второго ряда, и это еще дополнительное пространство для багажа. Но концовка будет не такая жизнеутверждающая. Электромобили — это на сегодня дорогое удовольствие, поэтому в базовых и даже в средних комплектациях вы иногда не получите те опции, к которым привыкли. Например, электропривод багажника. В ENIAC в этой комплектации его нет. Поэтому дергай за шкворку и отпрыгивай. С зарядками у нас все просто. На скоростной зарядке максимум, который может потреблять автомобиль, это 125 киловатт. Если мы говорим про домашнюю зарядку, до 11. Все. И это означает, что, например, поршевские зарядки 250 киловатт для этого автомобиля недоступны. Но это понятно, вам там нужна бортовая сеть в 600 вольт. Батарея у нас на 62 киловатт-часа. Это означает, что, например, на 50-киловаттной зарядке машину можно зарядить за час, час 10, час 20. Мы сейчас на другой зарядной станции. Тут дела идут чуть помедленнее. Можно зарядиться за 2 часа или час 40. Не суть важно. 100% заряда. При этом автомобиль мне гарантирует проезд в 257 километров. Но я-то знаю, что по WLTP машина должна проезжать от 390 до 416 километров. Сейчас попробую выключить климат-контроль. Это всегда помогает. И мы видим, что теперь наш пробег может быть 296 километров. Это все равно мало.
Куда делась сотка, я абсолютно не понимаю. И я сегодня в эту дождливую, холодную, промозглую погоду на электромобиле без климат-контроля не поеду. Это не только некомфортно, это также небезопасно, потому что у нас мгновенно запотеют стекла. Поэтому сегодня мы будем ехать как на обычном комфортном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Потому что сегодня сторонники электромобилей утверждают, что электрички не менее комфортны, а даже более комфортны, чем машины с ДВСом. Что ДВС это прошлый век, телеги на фоне электрического счастья, которое нам обещают. Окей, я не против. Я давно жду прекрасного будущего для того, чтобы избавиться от этого ужасного настоящего. Разумеется, ENIAC очень современный и значит безопасный автомобиль. У него прекрасно работает система автономного торможения. Автомобиль не только самостоятельно распознает угрозу, но и реально вытормаживается перед ней. Не пасует он и в ситуации, когда впереди идущий автомобиль перестраивается в другую полосу, а перед вами возникает неподвижное авто. Браво, ENIAC! С этим упражнением справляется не так уж и много автомобилей. А теперь ваша любимая рубрика «Едем до упора», то есть до практически полной разрядки автомобиля. Наша задача сегодня выехать из Киева, доехать до Пирятина и попробовать благополучно вернуться. Проехали первые 11 километров. Достаточно интересные новости, потому что наш бортовой компьютер говорит, что пока мы потратили пробега на 6 километров. И это вселяет некоторую надежду. В идеальных условиях или хотя бы без ветра, дождя и хорошем плюсе за бортом автомобиль способен проехать свои 390 километров. Особенно, если вы будете передвигаться по городу, используя рекуперацию и не будете держать постоянную высокую скорость. У нас условия не идеальные, но зимой автомобили тоже ездят, даже если они электрические. Будем ехать по трассе, это минус. Будем ехать с климатом, это минус. Будем ехать в диапазоне 90-110 км в час. Хотя лучшая экономия получается при скорости до 90 км, но я еще раз повторюсь, на дворе зима и световой день очень короткий. К тому же, если поедем со скоростью 60-70 км в час, на трассе это некомфортно и даже опасно. И обязательно мы въедем в ночь. Почему в этот раз мы едем с климатом, а в некоторых тестах нет? Все просто. На улице холодно, реально можно замерзнуть. К тому же мгновенно запотевают стекла. А ENIAC это в конце концов не Жигуль 1973 года выпуска. До Пирятина с места старта 139 километров. Выходит, что нам нужно проехать практически 280. При такой погоде и с такими водными это не самая простая задача для Шкоды. Но надеюсь, я объяснил почему так. И возможно, я еще пожалею, что не ехал 60-70. Мы говорим 2 лошадиные силы и подразумеваем сервис онлайн-страхования Hotline Finance, который является нашим надежным и бессменным партнером. Сегодня мы поговорим о том, как вам максимально выгодно оформить гражданскую ответственность, то есть страховку ОСАГО. Все очень просто. Вы либо закачиваете себе приложение, либо заходите на сайт и там находите максимальное количество предложений по страховке вашего автомобиля. Можно выбрать самую дешевую цену, можно выбрать самый богатый сервис. При этом теперь страховку вы можете оплатить частями без каких-либо скрытых комиссий и процентов. На старте вы заплатите треть стоимости страховки, а остальное в последующие 2-3 месяца. Деньги будут автоматически списываться с вашей карты. При этом оплата частями возможно уже начиная со страховки стоимостью в 300 гривен. Вишенка на торте – это скидка от программы «2 лошадиные силы» в 50 гривен. Мелочь, приятно. Когда будете оформлять страховку, не забудьте ввести код 2HP и будет вам счастье. Ссылку на сервис вы можете найти в описании к этому ролику. Сейчас едем в город Борисполь. Я думаю, что рекуперация нам немного или даже значительно поможет сэкономить заряд батареи. Я периодически для фактажа фотографирую, что происходит у нас на щитке приборов и на бортовом компьютере, для того, чтобы вы видели, как меняется заряд.
Для этого я часто использую активный круиз-контроль. Это очень крутая штука, потому что вот этот круиз-контроль, он даже распознает автомобили и рисует на маленьком мониторе, впереди движется легковой автомобиль или фура. В принципе, это не является критической информацией, фура или легковой автомобиль, потому что и перед тем, и перед другим наш автомобиль вытормаживается одинаково и одинаково удерживает дистанцию. Но, тем не менее, это еще один шаг в сторону автономного вождения, потому что наша машина уже лучше различает объекты. Ну и по поводу наших фотографий. Сейчас я уже проехал 58 километров. Наша скорость на круиз-контроле 108-109 километров в час. И наш бортовой компьютер говорит о том, что у нас пробега осталось на 211 километров. В общем, выравнивается расход реальный с нереальным прогнозируемым. Пока, еще раз повторюсь, не идет никакой речи о том, чтобы мы проехали 390 или заоблачные 416 километров. Пока давайте попробуем проехать хотя бы заявленные 256 или 260, когда я включал режимы эко. И в эко-режиме, поверьте мне, я сейчас и передвигаюсь. Товарищ оператор, подснимите. Вот я нажимаю кнопочку, вот эко-режим. Возвращаясь к первым впечатлениям от автомобиля, очень просторно, очень много места, очень много воздуха в салоне. У нас большое лобовое стекло, но при этом я не могу сказать, что здесь какая-то выдающаяся шумоизоляция. Принято считать, что электромобиль едет тише, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но, наверное, в случае с Эниаком он едет бесшумно для пешеходов. Для меня же отчетливо слышен ветер за бортом и некоторый шум от арок. Конечно же, хотелось, чтобы стекла были сдвоенными, но при этом в оправдании Эниака нужно сказать, что на улице сейчас штормовая погода и ветер 27 метров в секунду. Нас пока не сдувает с дороги, но я чувствую вот эти самые порывы, и в любой момент нас может переставить с одной полосы движения в другую, поэтому ни о какой скорости 130 и 140 км в час речь не идет, тем более, что это запрещено правилами дорожного движения. А мы очень законопослушные. Законопослушнее нас только народные депутаты, президент и министр внутренних дел. У нас очень хороший салон, он лаконичный, он правильного бежевого цвета, все прошито ниткой, все выглядит как настоящая матовая кожа. Кнопок очень мало, основной блок находится под торпедой и под воздуховодами. Все расположено достаточно грамотно. И самое главное, вот эти вот кнопки, они физические. Разумеется, все управление автомобилем, оно сосредоточено в мультимедийной системе. У нас гигантский монитор 13 дюймов. И также есть маленький монитор, он меньше 6 дюймов. И эти два мониторчика я ласково называю Давид и Голиаф. У меня нет ответа на вопрос, почему такой маленький монитор теперь заменяет щиток приборов. У меня есть вопросы к мультимедийной системе. Она очень крутая, она максимально детализирована, но вот эта вот детализация приводит к тому, что тебе нужно много листать и много искать. При этом я бы не сказал, что хватает скорости процессора. Иногда, когда все это вот перелистываю, все это происходит не очень быстро. Я бы даже сказал, иногда вся эта история начинает подвисать. При этом производитель нам обещает Android Auto и Apple CarPlay беспроводным. Я, правда, не понимаю вот этих восторгов от беспроводного Android Auto, потому что энергия очень быстро потребляется, и тебе нужно свой телефон сразу упаковывать на индукционную зарядку, а эта индукционная зарядка разогревает мобильный телефон не хуже индукционной плиты, и я не думаю, что моему телефону и моей батарее от этого становится легче.
У нас односпицевый руль, у нас обычные, а не сенсорные кнопки. Все прекрасно, но вот с этими кнопками нужно разбираться для того, чтобы понять, что и как отвечает за вот этот монитор и что и как отвечает за вот этот маленький. Честно говоря, я думал, что маленький мониторчик точно так же перегружен разными листаниями, но оказалось все очень просто. Тут нулевой доступ к информации, потому что все, что ты видишь, это и есть все, о чем тебе хотел рассказать твой бортовой компьютер. Кстати, регулировка звука, это еще одна отдельная история. У меня вот этот вот звук здесь на мультимедийной системе можно регулировать при помощи вот такой длинной большой сенсорной кнопки. Но нету обратной связи. Я уже в 100-й раз вот провожу по вот этой полоске, и у меня звук не увеличивается. А если надо уменьшить, привет, уменьшить, пожалуйста. Может, тут какая-то стоит блокировка звука, чтобы я не оглох? Не знаю. Ладно, давайте включим музыку. Радио. Радиостанция Лове мною включена. О! Окей. Это работает. Но нет обратной связи. Вот выключить, выключилось. Включить. Ну, пока что-то не засветится, я не понимаю. Мне нужно отвлекаться. Такое не люблю. Я не понимаю, у меня включилась кнопка, отключилась кнопка. Пока что-то на мониторе не засветилось, нет у меня уверенности, что я что-то включил. Это неудобно, это отвлекает от дороги. Нужны сенсорные кнопки с обратной связью. Машина у нас достаточно хорошо укомплектована, есть подогрев руля, есть подогрев сидений. Подогрев сидений выведен только на сенсорные кнопки. Здесь 3 режима, и вы должны помнить о том, что здесь 3 режима, потому что каждый раз, когда вам будет казаться, что вы уже отключили сиденье, это будет означать, что вы всего лишь понизили температуру. Подвеска пока производит приятное впечатление, нет каких-то традиционных пустотных звуков от Шкоды и от Volkswagen. Все работает очень хорошо. Машина рулится тоже неплохо, но, конечно, чувствуется вес. И было бы удивительно, если бы нет, потому что с батареей и со всем остальным снаряженная масса нашего автомобиля составляет практически 1900 килограммов. Это много. Это как большой японский рамный внедорожник. Центральная консоль, которая разделяет водительское сиденье и пассажирское. Здесь все просто. 2 подстаканника, индукционная зарядка, электрический ручник и маленький пымптык, который отвечает за условно не физическую, но проводную связь с вашей коробкой передач. У нас есть задняя передача, у нас есть нейтральная передача, есть драйв, есть режим рекуперации тормозной энергии. На трассе я выключаю, потому что это контрпродуктивно, в городе сильно помогает и увеличивает пробег. Пымптык выглядит очень забавно. Недавно смотрел тест одного импортного журналиста, он сказал, ну да, это же классная вещь, потому что она экономит место в салоне. Ну, в принципе, в таком ключе я не думал. Наверное, да. Наверное, вот та ручка, которая торчала, она занимала очень много места. Ее приходилось обходить, облетать. И было всем неудобно. А такой вот маленький, симпатичный переключатель, он как бы места не занимает. И это идет автомобилю в плюс. Но с этим пымптыком также связана интересная история. Вы, наверное, уже обратили внимание, здесь нету положения паркинг. Но при этом у нас также есть кнопка старт и есть бесключевой доступ в автомобиль. Как это все связано воедино? Интересную историю придумала компания Шкода, вернее, она использует уже достаточно популярный алгоритм среди электромобилей. Это означает, что когда вы подходите к автомобилю и при помощи бесключевого доступа открываете двери, садитесь в автомобиль, вам не нужно нажимать кнопку старт и активировать автомобиль. Он уже активирован. Он стоит в нейтральной передаче на ручнике. Вам нужно просто включить режим драйв. Та же самая процедура происходит в момент, когда вы закончили движение, запарковались, вы выставили коробку в положении нейтральная передача, включили ручник, вышли из автомобиля, нажали кнопку закрыть. Все, автомобиль закрыт. При этом
вы не пользуетесь кнопкой старт, стоп. Разумеется, что первый день я потратил на то, что тыкался мокрым носом вот эту вот самую кнопку для того, чтобы, выходя, выключить автомобиль и в полной уверенности уже спокойно заниматься своими делами. Автомобиль не выключался, все горело, я паниковал. И только потом вспомнил, что да, бывает и такое. Выходи из автомобиля, нажимай кнопку «Закрыть замок», и все вот здесь потухнет и затухнет. В общем, вам придется к этому привыкать. Становится ли удобнее через несколько дней? Да, но я все время стараюсь быть крайне внимательным вот к этому положению нейтраль и включению ручника. Еще один интересный момент. Я оставляю в автомобиле пассажира, ставлю автомобиль в нейтральное положение и на нейтралку. Включаю климат-контроль, включаю обогрев зеркал, включаю обогрев лобового стекла, особенно когда мне нужно, например, утром все это разогреть, и отхожу от автомобиля. Что делает автомобиль? Правильно, через какое-то время он закрывается и вырубается. Пассажиры дохнут, стекло не размораживается. Разумеется, частично ответом на мой вопрос может быть онлайн-приложение, которое устанавливается на мобильный телефон, и вы дистанционно можете автомобиль активировать, включить печку, включить подогревы или даже выставить таймеры. Эта история несложная, она есть практически у всех компаний, которые производят электромобили. Другое дело, что не все эти приложения работают на территории Украины или работают, но в урезанном виде. Что касается истории приложения к Шкоде, надо с этим тоже разобраться. У нас к штормовому ветру добавился дождь. Это означает, что кадров с дрона будет крайне немного, потому что настоящая непогода началась. Мы уже проехали 100 километров. И запас заряда у нас остается на 160 км. Наш расход составляет 26-27 киловатт-часов на 100 километров пути. Напомню, что наша батарея 62 киловатт-часа, поэтому когда мы делим одно на другое, то получается меньше 300 километров. Теперь давайте поговорим о том, как построен этот автомобиль, какая его мощность, в общем, о характеристиках. Машина у нас заднеприводная, построена на общей электрической платформе концерна Volkswagen. У нас один электрический мотор, его мощность 180 лошадиных сил, крутящий момент 310 ньютонов. До сотни должен разгоняться за 8,6-8,7 секунды. При этом мы пока не можем померить разгон, потому что я до сих пор не обнаружил здесь прикуриватель. Не могу активировать наш дрифтбокс, а второй прибор у нас до сих пор в ремонте. В общем, пока думаем, как мы выкрутимся из этой ситуации. Максимальная скорость невелика, 160 километров. Машина у нас заднеприводная, и это еще один интересный вопрос концерну Volkswagen. А почему задний привод? Ведь это никакой не премиальный седан, это не какое-то интересное спорт-купе. Это утилитарный полуминивэн, полукроссовер, который для простоты эксплуатации, наверное, должен быть переднеприводным, для того, чтобы людям было проще управлять этим автомобилем. Зачем задний привод или почему нету переднего привода? Возможно, в планах компании добавлять еще один электромотор в самых дорогих версиях, для того, чтобы, покупая задний привод, вы знали, куда вам двигаться дальше. Ну а мы продолжаем наше путешествие из Киева в Пирятин для того, чтобы понять, сколько реально проезжает Enyaq на одном заряде. Все, я вижу Пирятин. Мы проехали 129 километров. И запас хода у нас остался 81 километр. Ехали со скоростью до 110 километров в час. Расход энергии составил 27,8 киловатт-часов. Ну и похоже, что до Киева мы назад не вернемся. Вот такой вот прогноз на данный момент. Сейчас остановка на закупку традиционных знаменитых пирятинских беляшей, в которых практически невозможно обнаружить мясо. И потом мы экстренно движемся в сторону Киева, потому что беляши иногда не могут ждать.
хозяйка сказала, что Беляш еще полчаса назад, по словам хозяйки, Беляш еще гавкал. Поэтому прямо сейчас мы участвуем в акции, которая называется «Купи 10 беляшей, собери собаку». Примерно вот так. Миша, ты что, снимаешь? Нет. Так ты гаденыш. Беляш не оставляет мне никаких шансов. Нужно возвращаться домой во избежание эксцессов. Мы уже проехали 133, даже 134 километра. Запас хода 71 километр. Шансов вернуться в Киев без подзарядки нет. И также абсолютно непонятно, проедем ли мы хотя бы 256-260 километров. Мы проехали уже 153 километра. 59 километров гарантирован нам пробег. И у меня уже складывается такое впечатление, что мы и 250 километров не проедем. И при этом уже начинает смеркаться. За бортом по-прежнему штормовой ветер и дождь. В общем, все для того, чтобы мы получили качественную, красивую картинку и без каких-либо проблем сняли красивенький тест-драйв. Тяжела и неказиста жизнь советского артиста. Нет, не так. Тяжела и неказиста жизнь автожурналиста. Примерно вот так. Окей, едем дальше. У нас первые тревожные сигналы. Осталось 9% заряда на 22 километра езды. И бортовой компьютер нам говорит о том, что пора бы зарядиться, и мы можем попробовать при помощи автомобиля даже найти зарядную станцию. Ну, давайте попробуем найти. Да, мы в принципе понимали, что именно эта станция нам и нужна. Это город Березань, там 50-киловаттная зарядка от компании «Хули не ясно». И у нас большие шансы, что мы туда доедем. Окей? Давайте попробуем. 22 минуты 28 километров. В принципе, у нас уже не получается, потому что пробега на 21 километр, а до зарядки 28. Но будем верить в Шкоду. Все. Погнали. Знаменательная дата, мы проехали уже 200 и даже 201 километр. Запаса хода у нас осталось на 6 километров, 2%. И сейчас я еще посмотрю, что у нас с навигацией. Доезжаем ли мы до зарядной станции безнаказанно? Нет, не доезжаем, остается 13 километров. То есть даже 12, не хватает 6 километров. Ну, интересно, чем вся эта история закончится. Сейчас я подсниму видео, что мы вам абсолютно не врем, что я ничего не скрываю. По крайней мере, бесплатно. За деньги, может быть, мы что-то бы и скрывали, но а так нет смысла. Так, вот так мы показываем, потом вот так, потом снова вот так. Потом я включаю вот эту кнопочку. Кнопочка нажмись. Ну, это вот так. И мы здесь видим, что от заряда мы уже проехали 203 километра. Наш расход составляет даже 26,7 киловатт-часа, что, в принципе, нас по-прежнему не спасает. Только что вывалилась плашка на бортовом комп'ютері. Потужність автомобіля обмежено. Дивись інструкцію. Цікаво. Интересно, а что же там в эксплуатационных документах написано? Кстати, у нас остается 1%, 3 километра. Наверное, мы уже все снимаем в режиме реального времени. У нас тут даже есть книжечка, которую ты читаешь в момент, когда ты уже поломал автомобиль. Вот она, красивая. Бесплатно предоставляется компанией, если вдруг что. У меня 1% заряда. И мы уже проехали 205 километров. Короче,
мы пока не можем проехать даже 260 километров, которые были заявлены автомобилем, уже не говоря о 390. Как бы какое-то чудо нас может только спасти. Но мы уже привыкли к электрочудесам, когда некоторые автомобили говорят 0, а потом еще проезжают 30 километров. Возможно, Шкода тоже способна на подвиг. Я вам сейчас заговариваю зубы. Все, 0 километра пробега. Именно для этого я и заговаривал вам зубы, для того, чтобы я увидел вот эту вот цифру, что мы сейчас уже едем на честном слове. Честное слово от Шкоды. Запас ходу відсутній, пишет нам автомобиль. И теперь посмотрим, по какому алгоритму все это будет работать дальше. Повторяю еще раз, мы работаем практически в режиме прямого эфира, и я вам рассказываю все, что происходит вот в момент, когда мы уже исчерпали весь легальный запас хода. С тех пор, кстати, уже проехали 2 километра. Автомобиль борется за свое выживание. И сейчас будем смотреть. 6 километров нам до зарядной станции остается. Так, мы по-прежнему едем со скоростью 110 км в час. Интересно, что будет, если я сейчас сброшусь до 100 км в час. Улучшит ли это температуру по палате? Может быть, нам сейчас добавится какой-то 1 километр. Включать ли мне рекуперацию? Может быть, мы на спуске получим какой-то дополнительный импульс. В общем, будем пробовать разные техники. Так, уже 3 шаровых километра мы проехали. Что, в принципе, неплохо. Пытаемся обогнать фуру. Это непросто. С таким запасом мощности и с таким запасом пробега. Но, тем не менее, фуру мы обогнали. В левом ряду, конечно, нам находиться строго не рекомендуется, потому что если все вырубится по алгоритму, например, Nissan Leaf, то как бы машина просто остановится и все. Потом она станет в режим паркинг, и мы даже не сможем буксировать нашу машину, пока не подзарядим аккумулятор 12-вольтовый. Окей. Мы уже проехали 4 шаровых километра. До АЗС осталось совсем чуть-чуть. Так, еще раз я посмотрю, что у нас. Да, вот она отметочка. Но там есть проблема. На самом деле 1,5 километра до АЗС, но нам надо доехать до разворота, поэтому 3 километра. И не сантиметром меньше. Хотя, конечно, можно срезать сразу через пост полиции, но я, к сожалению, не заместитель министра внутренних дел, хотя у меня тоже грузинская фамилия, и меня полиция точно не узнает и будет несколько ошарашена теми маневрами, которые мы сможем производить. Правда, замминистра они тоже не узнают. Узнал меня или нет? Нет. Очень начальство не узнаешь, блядь. Поэтому как бы ситуация вин-вин. Вопрос, насколько ты кредитоспособен и обаятелен. Окей. Вот она, Березань. Мы сейчас вот к ней на всех парах приближаемся. Здесь нужно сброситься, потому что там очень бдительные патрульные стоят. Обычно стоят они с радаром. И может быть больно лапкам. Скорость здесь может быть 50 километров, это нам на руку. С левой стороны будет АЗС Щель, куда мы заедем и будем заряжаться. 1000 метров отделяет нас от позора и буксировки автомобиля. Мы на заправку на обратной стороне, Shell, там зарядка. Так. Вот мы едем. Сколько мы уже проехали на шару?
было 206 километров. Пропускаю, вижу. А вот и полиция, которая только что бдительно остановила автомобиль Ниву. 8 километров на шару мы уже проехали. Подарок от компании Шкода. Да, мощность ограничена, потому что я вот нажимаю на газ, а машина говорит, знаешь, а мы никуда особо разгоняться не будем. Это какой-то супер эко режим у нас. Так. И вот наша желанная бензоколонка. Хорошо, что здесь у нас на 50 киловатт зарядная станция. Это означает, что до 80% я заряжусь очень быстро. И ужинать буду дома. Очень удачно я запарковался возле зарядной станции, потому что только что автомобіль видав следующее предупреждение. Можливо, тільки маневрування. Будь ласка, зарядіть автомобиль. То есть мы уже в принципе ехать не можем. Мы можем только на очень низкой скорости запарковаться на обочине и каким-то образом спасаться, если у нас нету других вариантов. А вариантов, как вы знаете, обычно очень и очень немного. Для меня очень удивительно, что здесь настолько высокое потребление энергии. 26 или 27 киловатт-часов – это потребление Hyundai Ioniq, полноприводного автомобиля мощностью в 300 лошадиных сил. Та машина разгоняется до сотни меньше, чем за 6 секунд. Здесь один электромотор, здесь максималка 160, и машина потребляет какое-то невероятное количество энергии. Nissan Leaf потребляет 15 с похожими техническими характеристиками. Я знаю, что где-то к этому моменту многие сторонники электробудущего припомнят мне мои путешествия на электричках и обвинят в петролхедстве. Друзья, у меня есть алиби. Это калькулятор пробега, который разработала компания Шкода. Здесь наглядно показано, при каких условиях автомобиль может проехать 395 километров. Это лето, езда в городе, климат на 22 градуса, эко-режим и загрузка водитель-пассажир. Если мы выбираем условия, при которых проходил тест, то мы выходим на 219 километров. С учетом штормового ветра и парочки ускорений, вот мы и получаем наш результат. Так что здесь нет никакой зрады. По сути, сплошная перемога. На этом, я думаю, мы заканчиваем наш тест-драйв. Еще раз напомню, что используя полный заряд батареи, мы проехали до нуля 206 километров. После того, как автомобиль сказал, что все, дальше некуда, мы проехали еще, получается, 9 километров. Какие будут выводы? Даже в сложных условиях ENIAC выдает заявленные характеристики, что большая редкость для современных электричек. У автомобиля интересная внешность, отличная управляемость, просторный салон с претензией на премиальность и отличный блок систем безопасности. Многие фанаты Шкоды обязательно рассмотрят ENIAC как отличный семейный автомобиль для жизни в городе или пригороде. И на этой пафосной ноте мы заканчиваем наше путешествие.